Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня хочу записать спонтанный влог. Спонтанный влог, потому что мы приехали в одно интересное место, которое я вам хочу показать. Начинаем. Мы приехали в город, который называется Авелес. И здесь мы уже были. На самом деле мы здесь праздновали Новый год. Вот здесь будет ссылка вверху на это видео, как мы праздновали Новый год. Но на самом деле сегодня мы проехали на одну станцию дальше. Станция называется, и место называется Сан-Хуан, и здесь находится океан. То есть мы приехали погулять вдоль океана. И мы приехали на станцию Сан-Хуан, вышли из поезда и увидели огромную промышленную зону. Воздух очень странный, очень грязный, потому что ты вдыхаешь его и чувствуешь какую-то кислоту и сильный запах угля, потому что вокруг везде уголь. И мы такие: о, что делать? Нет, давай поедем назад. Здесь промышленная зона, да, промзона. Давай отсюда уедем. Но следующий поезд только через час. И мы решили: ладно, давай останемся и дойдем до пляжа. От станции до пляжа примерно 10 минут. Мы шли через промзону, а потом увидели вот это. И мы увидели вот такой потрясающий вид. Здесь очень интересно, потому что, с одной стороны, вот там чуть дальше находится сосновый лес. Сосновый лес. Отсюда его достаточно плохо видно, но вот видно здесь сосны. Затем идет вот такая вот растительность, степная, да, степная растительность, и вот там вдалеке даже есть дюны. И все это, честно говоря, в совокупности очень напоминает нам Бразилию, город Флорианополис, где мы были, где мы жили не так давно. 3 месяца мы там провели. И как вот только мы подошли к этому месту, увидели этот вид, и мы с Юлей такие вместе: это же Кампеши, это же ровно то, что мы видели в Бразилии. Очень-очень похожее место. Похожее для нас, понятно. Я уверен, что в мире есть много мест похожих, но вот мы такое видели в Бразилии, в Кампеши. Кстати, у меня было видео оттуда, тоже посмотрите. Поэтому сейчас вам предлагаю прогуляться с нами. Мы пока сидим в кафе. Мы заказали себе 2 кофе, мы заказали 2 слойки с шоколадом, а Сабрина пока сидит и играет в песке. Она очень любит песок. Когда мы сюда ехали, она постоянно говорила: я хочу строить дом, хочу строить дом. Дом из песка. Сабрина, конечно, очень не хотела уходить с того места. Ей там очень понравилось. Пришлось применять разные грязные манипуляции. Да нет, на самом деле, просто мы ей пообещали, что вернемся. Надо будет вернуться. Я так понимаю, что это все типа заповедника, потому что мы ходим по такому деревянному настилу. Деревянный настил, так бы я его назвал. Чтобы не топтать растения. И плюс здесь очень много информации о восстановлении дюн. Вот тут, например, написано тоже про дюны, про растения, которые здесь растут. В общем, интересно. Интересное место. И здесь уже видна какая-то часть города, не знаю, это, интересно, Авелес или это какой-то другой город. А там вдалеке, посмотрите, обрывы очень красивые, такие высокие скалы, обрывистые скалы. Класс. Посмотрите, какая красота.
Какие потрясающие дюны. Но нельзя ходить и выгуливать здесь собак. Поэтому, к сожалению, сюда мы пройти не сможем. Кстати, друзья, у нас есть еще подкаст, и к подкасту идет множество классных обучающих материалов. Так что, если вы хотите регулярно практиковать русский и иметь доступ к большому количеству разных материалов и не думать каждый раз, что мне сделать, то присоединяйтесь к мембершип-программе. Ссылка в описании к этому видео. Добро пожаловать! Вот так вблизи выглядят здесь новостройки. Напишите, как вам, напишите в комментариях, как вам такие новостройки нравятся, не нравятся. Вот здесь начинаются дома как будто чуть более старые. Ну и вот там начинаются такие высотки, похожие на дома, которые в России строились в 90-е. Такие они, не знаю, обычно 10-этажки. Я в таком жил очень долго. А сейчас идем смотреть на океан. Я в предвкушении. Тут должен быть большой песчаный пляж. Мы дошли до пляжа. Если смотреть в одну сторону, то будет видно большой широкий пляж. Красивый. А если посмотреть в другую сторону, то там будет набережная, обустроенная, с кафешками, с местами, где можно помыть ноги от песка, ну и вообще прогуляться с красивым видом. Юля говорит, что эти дома вгоняют ее в депрессию. Да. А я не знаю, мне так не кажется. Юля, почему эти дома вгоняют тебя в депрессию? Так я не знаю, я не могу понять, почему. Потому что, с одной стороны, они в нормальном состоянии, они не разрушенные, не знаю, не разваливающиеся. Может быть, потому что они тебе напоминают спальные районы наших российских городов, где небольших городов, да? Да ладно, ну в Москве тоже вот Реутов. Ну в Реутове они очень высокие. Ну а здесь тоже 10 плюс этажей. Да, я в таком же доме вырос, в таком же, в таком микрорайоне, где полно таких домов. Ну да, не могу сказать, что это как-то красиво, но не могу сказать, что это прям меня вгоняет в депрессию. Я не знаю, почему такой эффект. Может, потому что сегодня очень серо, много туч. И в солнечный день все выглядело бы позитивнее. Но так как-то немножко грустно. Главное, чтобы был позитив в твоей душе. Если в твоей душе позитив и радость, тогда все вокруг выглядит гораздо лучше. Дело, говоришь. Да, но в нашей душе сегодня вообще позитива нет. Так же серенько. Смотрите, ровно по центру на балконе стоит серф. Видите, доска для серфинга такого бирюзового цвета. Я бы назвал этот цвет бирюзовым или цветом морской волны. Если у тебя плохое настроение, берешь доску для серфинга и спускаешься вот сюда. Тык-тык-тык-тык. 3 минуты, и ты уже на пляже, где можно серфить. Вот это жизнь! Давай, Сабрина, вперед! Давай, ты сможешь, детка! Давай, еще чуть-чуть! Чуть-чуть осталось! Чуть-чуть! Ну, ура! Молодец! Класс! Руки грязные, ну ничего, сейчас помоем. Вот, иди сюда, вот здесь можно руки помыть.
Сейчас будем мыть твои руки и твои ноги. А там можно водички попить. Там можно попить немного водички, Сабрина. Ну давай сначала помоем. Да, помоем сначала твои руки. Давай закатаем рукава. Мама тебе поможет закатать рукава. Вот. И штанины. да, и штанины тоже закатаем. Сейчас будем мыть руки и ноги. Давай. Нормально получается, да? Давай, я тебя держу, теперь ножку поднимай одну. Какая удобная система, а? Вторую тоже. Реально удобная штука. Мы зашли в лесок. Сабрина свалилась. Сабри, ты в порядке? Ой, упала прямо в колючки. Зашли в лесок прогуляться. Здесь совсем такой маленький-маленький лес, сосновый. Сосны красивые, но тут, конечно, совершенно не место, чтобы гулять. А еще тут какие-то стоят непонятные столбы. Я так подозреваю, что здесь просто растут какие-то деревья. А вот там, видите? И вот здесь второй столбик, и к нему стяжкой, пластиковой стяжкой прикреплено, ну, плохо видно, там вот маленькое растение. В общем, если я правильно понимаю, то это какие-то деревья высажены. Место красивое, но очень маленькое. Буквально 10 метров ты прошел, и там вот уже забор, и в целом там лес кончается. Я бы назвал это место пролесок. Да? Пролесок — это небольшой участок леса. Но здесь можно найти такие большие прикольные шишки. Ау! Забавно, что они колючие. Не помню, видел ли я в России колючие шишки. А вот здесь и во Флорианополисе шишки реально колючие. У них такие колючки, я не знаю, вот видно здесь или нет. Ну да видно, да, вот такие колючки у них. Причем эти колючки это... нет, я думал, что это семена, но семена находятся внутри, вот там. А это с внешней стороны просто какие-то колючки. В общем, такая у нас вышла прогулка в пасмурный день. Очень классно прогулялись, увидели красивое место, которое напомнило нам Бразилию, Флорианополис, куда мы обязательно вернемся, друзья. Что ж, это был последний влог из Испании, друзья, по крайней мере, на данный момент, в данный период жизни. Следующие влоги будут уже из другой страны. До встречи в следующем видео.